Проект Desert X родился в 2019 году, когда Ducati представила публике одноименный концепт, вызвавший бурную, а самое главное позитивную реакцию мотоциклистов по всему миру, что собственно и дало производителю из Болоньи решающий толчок к преобразованию этой концепции в заводской мотоцикл. А еще 20 лет назад сама мысль о том, что Ducati создаст мотоцикл, ориентированный на бездорожье, была просто смешной. Но все течет, все меняется. Дизайн Desert X представляет собой современную интерпретацию линии эндуро мотоцикла 80-х годов, созданных в стиле ралли Париж-Дакар. Ducati сделала правильный выбор, отказавшись от мотора объемом 1100 кубических сантиметров, с которым и был представлен концепт, а вместо него была установлена более подходящая силовая установка. В серийном виде Desert X оснащается двигателем L-Twin Testa Stretta с жидкостным охлаждением, позаимствованному Ducati Monster и Multistrada V2. Он имеет объем 937 кубических сантиметров и выдает 110 лошадиных сил максимальной мощности при 9250 оборотов в минуту и 92 ньютон-метра крутящего момента при 6500. Чтобы обеспечить наилучшие характеристики при езде по бездорожью и в различных условиях, двигатель был естественно доработан. Передаточные числа первых двух передач были понижены, первая на 14,3%, а вторая на 8,7%, а также был полностью переработан пакет электроники. Desert X получил аж 6 режимов езды, при переключении между которыми, помимо отдачи двигателя, меняется также уровень торможения двигателем, настройки трекшн-контроля, вилли-контроля, двустороннего квикшифтера и наклонный ABS. А в самих режимах появились два новых — эндуро и ралли. Режимы езды эндуро, благодаря сниженной мощности до 75 лошадиных сил и специально разработанным настройкам управления, позволяет водителю преодолевать самые сложные участки бездорожья с большей безопасностью, чем облегчает езду менее опытным райдерам. Режим раллийной езды с полной мощностью двигателя и уменьшенным электронным управлением предназначен для более опытных гонщиков, которые хотят максимально использовать внедорожные возможности Desert X. В обоих режимах ABS можно полностью отключить. В сниженном состоянии Desert X весит 223 килограмма. Средний заявленный расход топлива 6 литров на 100 километров. Бак вмещает 21 литр. Однако, как доп-опция, предлагается и дополнительный 8-литровый бак в хвосте мотоцикла. Перекачка топлива из заднего бака включается вручную. Об этом напомнит индикатор на приборной панели, когда уровень топлива в основном баке упадет до определенного минимума. Компоновка шасси Ducati Desert X включает в себя новую стальную решетчатую раму, которая работает в сочетании с подвеской с большими ходами и специальными настройками, чтобы обеспечить эффективную работу даже в самых сложных условиях бездорожья. Причем, чтобы не увеличивать цену мотоцикла, Ducati решила отказаться от навороченной электронной подвески, установив полностью регулируемые компоненты Каяба.
Это мощная 46-мм перевернутая вилка с ходом 230 мм спереди и моноамортизатор с ходом 220 мм сзади. Подвеска отлично справляется со всеми видами покрытия. Кроме того, новый Desert X имеет большой дорожный просвет 250 мм, что делает его особенно подходящим для более экстремальных приключений на бездорожье. Ducati не стала экономить на тормозах и установила на переднее 21-дюймовое колесо два плавающих 320-мм диска с моноблочными четырехпоршневыми суппортами Brembo M50. На заднее 18-дюймовое колесо один 265-мм диск с двухпоршневым суппортом. Вертикальный 5-дюймовый TFT-дисплей Desert X, имеющий стандартный и раллийный режимы, расположен так, чтобы предоставлять четкую информацию даже при езде стоя. Оптика мотоцикла полностью светодиодная, в круглые фары головного света интегрированы дневные ходовые огни. При экстренном торможении включается аварийная сигнализация, обращая на себя внимание водителей, движущихся сзади. За Desert X на старте продаж просили $17 тысяч, причем производитель объявил о диких межсервисных интервалах 15 тысяч километров или 2 года, что наступит ранее, и 4-летней гарантии без ограничения пробега. Для Ducati этот мотоцикл огромный шаг вперед. Им удалось создать первый действительно хороший мотоцикл для путешествий по бездорожью, который также чувствует себя как дома и на асфальте.